В моей руке Лейтон от Parfums de Marly, один из самых популярных ароматов в мире. Он известен сочетанием свежего яблока, ароматной лаванды и теплой ванили. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Конопелькин, я парфюмер-любитель, и в этом видео мы обсудим, какие компоненты формируют этот ароматический профиль. Прежде чем перейти к набору молекул, вкратце опишем развитие Лейтон. Первое впечатление – это яркая, сочная яблочная нота. Но это не синтетическое карамельное яблоко. Оно свежее, зеленое, дополненное нотой бергамота. Сразу за ними следует чистая резкая нота, которая вызывает ассоциации с бальзамом «Звездочка». Это слегка лекарственный ментоловый оттенок, который аккуратно пробивается сквозь фруктовость. Он сформирован лавандой, и эта блестящая деталь придает начальным нотам многогранность. По мере того, как аромат Лейтон раскрывается, первоначальная резкость смягчается. Центральные цветочные ноты жасмина и герани придают ему мягкую, сияющую текстуру, соединяя свежее начало и теплую базу. Благодаря этому в дальнейшем яблочное начало не исчезает, а сливается с базовыми нотами по мере их появления, формируя то, что в отзывах описывают как аккорд пряного яблочного пирога. Что собой представляют базовые ноты этого десерта? Гладкую, сливочную и невероятно уютную смесь ванили, теплых специй и древесины. Утонченность и глубина ванили придана сочетанием легкой дымности гвоякового дерева и землистым оттенком пачули. В результате получается роскошный и притягательный профиль, который в различных обзорах называют магнит для комплиментов, зверский аромат и рекомендуют для постоянного ношения. Как парфюмеру Хамиду Мирати Кашани удалось добиться такого результата? Сочетанием мощных синтетических ароматических веществ, сбалансированных натуральными компонентами. Энергичное начало задается легкими, летучими молекулами эфирного масла бергамота, процентов 10-15 от всей формулы. Что касается характерной яблочной ноты, то здесь используется что-то порядка 1% вердокса, который как раз придает свежий, зеленый, слегка древесный яблочный характер. За сравнение с бальзамами вроде «Звездочки» ответственна лаванда. Из-за того, что это не одна из основных нот, мне сложно даже примерно оценить концентрации отдельных компонентов. Наверняка это смесь линолеола, линолилацетата и эфирного масла лаванды. Суммарно около 1-5% от всей формулы. По мере того, как молекулы верхних нот улетучиваются, проявляются центральные цветочные ноты, раскрывающие всю ароматическую пирамиду. Для достижения этого эффекта здесь используется не только гидион, но и другие белоцветочные молекулы. Это могут быть как отличающиеся нюансами флорол и майол, так и гораздо более морские резкие бурдианаль и флоралозон. Вместе они составляют значительную долю концентрата – от 10 до 20%. Белые цветы поддержаны кашмероном, сложный цветочно-мускусно-древесный профиль которого обеспечивает бархатистый, насыщенный переход от центральных нот к плотной базе. В основании Лейтон лежит массивная доля Изое Супер, до трети всей формулы. Кроме того, что он бархатистый и кедровый, Изое Супер продлевает стойкость аромата. Сопоставимый огромный вклад процентов 20 принадлежит молекулам семейства амброксана. Во-первых, они придают Лейтон янтарное искристое сияние. Во-вторых, оттеняют всю композицию морской солью. Если вам нравится это видео, поставьте лайк. Десертная часть вышеупомянутого аккорда пряного яблочного пирога создана путем смешения нескольких ключевых молекул. Хотя здесь и может быть небольшое количество, десятые доли процента, абсолюта ванили, все же она сформирована смесью ванилина, основного компонента натуральной ванили, и этилванилина, гораздо более кремовой версии, от 1 до 5% суммарно. Древесина здесь с одной стороны землистая, благодаря нескольким процентам эфирного масла пачули, с другой стороны легкая дымность сформирована добавлением эфирного масла гвоякового дерева, меньше 1%. Если сравнить Лейтон с величественным залом для торжественных приемов, то Изое Супер и амброксан – это массивные дубовые полки и полированный мраморный пол, задающие величественный масштаб и формирующие прочный фундамент. Ваниль и специи выступают в роли теплых пряных напитков, стоящих на богато украшенных подносах, а яблоко, лаванда и бергамот представляют собой яркие, сверкающие люстры,
освещающее пространство и подчеркивающее замысловатые детали зала. Притягательность Лейтон не случайна. Это результат продуманного и тщательно спланированного дизайна, вдохновленного французской королевской семьей. А какие у вас впечатления от Лейтон? Чувствуете ли вы лекарственное начало или яблочный шлейф? Поделитесь своим мнением в комментариях. А в следующем видео мы обсудим полный противоречий Mason Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540.